Здравствуйте, друзья, любители хорошего текстиля. Сегодня мы поговорим о таком полюбившемся многим материале, как сатин, который многие из вас знают как материал для производства постельного белья. О преимуществах и недостатках этой ткани, о том, как она сделана, какими обладает свойствами, мы сегодня и поговорим. Сатиновая ткань обладает очень красивым внешним видом, она гладкая, блестящая, имеет шелковистую, красивую поверхность, очень приятную на ощупь. И изначально такие ткани действительно делали из чистого шелка, а натуральный шелк пришел откуда? Из Китая. Поэтому родиной сатина является Китай. Название он получил от слова зайтуни или зайтун. Так назывался китайский порт, город-порт Цюаньчжоу по-арабски. Из этого города, из этого порта отправлялись караваны, отправлялись корабли, в том числе и в Европу, которые везли ткани, которые везли пряности и другие материалы. Это было все в средние века. Китайские мастера научились, они изобрели секрет вот этой блестящей, красивой ткани из натурального шелка. Они используют для нее шелковые нити с высокой круткой, благодаря чему ткань получила такой красивый внешний вид и характерный блеск. Когда ткани попали в Европу, конечно, они там вызвали фурор. Европа не знала таких красивых шелковых тканей, они пользовались более простым текстилем. И, конечно, сразу стало предметом роскоши, которым обладать могли далеко не все, только аристократы и царственные вельможи. Разумеется, всем хотелось иметь такую ткань, она прямо характеризовала владельца как очень богатого человека. Особым шиком считалось иметь платье из сатина шелкового, ну а еще большей роскошью являлось владение постельным бельем, которым могли обладать, конечно, сатиновым шелковым постельным бельем только очень богатые люди. Так продолжалось очень долго, вплоть до 20 века, когда развитие получили технологии получения уже хлопчатобумажных тканей, технологии отделки, стали появляться химические волокна и нити, и тогда выяснилось, что ткань, похожую на шелковый сатин, можно делать из хлопка, можно делать из других текстильных материалов. И так появился после шелкового сатина сатин хлопковый, где за счет различных премудростей в технологии тоже удалось получить и характерный блеск, и гладкую поверхность. Ну а после этого появился сатин и вискозный с развитием вискозной технологии, и даже хлопкополиэфирный сатин из смеси уже натуральных и химических волокон. Но чтобы разобраться, почему же сатин обладает такими свойствами, давайте разберемся в его структуре. Здесь на слайде мы видим структуру сатинового переплетения. В чем же его особенность? На слайде мы видим вертикальными синими линиями показаны нити основы, горизонтальными розовыми нитями показаны нити утка. Особенность сатинового переплетения в том, что уточная нить на лицевой стороне ткани находится над основной. Мы видим 1, 2, 3, 4 перекрытия, где уток находится сверху, а основа снизу. И только на 5-е перекрытие нить основы находится сверху. О чем это говорит? Когда такое большое количество уточных перекрытий, уточная нить находится сверху, а значит ткань по-другому отражает солнечный свет и получает тот самый характерный блеск, присущий шелковому сатину. Но не только из-за этого. Такой сатин обозначается 5,2. Первая цифра 5 означает раппорт переплетения, в котором находится 4 нити утка и 1 нить основы. 4 перекрытия нить утка находится сверху, и 1 раз нить основы находится сверху. Вот это и есть цифра 5. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Цифра 2 обозначает сдвиг нити основы между одноименными перекрытиями. Смотрите, одноименное перекрытие нити основы отстоит на 2 нити. 1, 2. И вот следующее перекрытие основы, когда она находится сверху.
Не обязательно только такая структура переплетения, присущая сатину. Это был сатин 5.2, а вот обратите внимание, сатиновое переплетение 7.3. Здесь в раппорт переплетения входит уже 7 нитей. 6. Раз, два, три, четыре, пять, 6 уточных и одно основное перекрытие. А значит, блеск такой ткани будет еще больше. А вот перед нами сатин 8.3, где уже в раппорт переплетения входит 8 нитей, 7 уточных перекрытий и одно основное. Вот в чем главная фишка сатинового переплетения. На лицевую сторону ткани выходят уточные нити, а на изнаночную сторону выходят нити основы. Как правило, сатин делают из хлопка очень хорошего качества. Это длинноволокнистый хлопок, реже средневолокнистый. Пряжа может применяться и кардная, и гребенная. Может использоваться и одиночная, и крученая пряжа, кольцевая и даже роторная. В зависимости от этого будет зависеть и цена ткани, и, соответственно, изделия из нее, и внешний вид, и ее свойства. Конечно же, самый лучший сатин мы получим из длинного волокнистого хлопка, по гребенной системе прядения, из крученой пряжи, полученной на кольцевых пряденных машинах. Но опять же, это зависит от производителя. Здесь я вам привел разные составы сатинов. Их может быть огромное количество, ассортимент их очень большой. Применяется, как видите, пряжа и гребенная, кардная, и где-то для более дешевых сатинов даже роторная пряжа. Но в чем особенность всех практически тех образцов, которые я вам привел? Обратите внимание, что уток всегда тоньше, чем нить основы. Уток 11,8 текс, основа 14. Здесь уток 15,4, основа 18. Уток 15,4, 18,5 основа и так далее. Зачем? Почему такое соотношение? Дело в том, что нити утка более тонкие, и за счет этого они образуют на лицевой поверхности вот такую застилистую, гладкую поверхность. Особенно если у нас пряжа гребенная, из длинноволокнистого, хорошее качество, будет очень равномерный и красивый внешний вид. А уток, он более толстый, более плотный, мы его не видим практически, потому что он весь находится с изнанки. Давайте сравним ткань сатинового переплетения с другими тканями. Как видите, сатин более плотный, чем, например, поплин или батист. Поверхностная плотность его практически в 2 раза больше по сравнению с батистом. Эта ткань непрозрачная за счет своей плотной структуры на поверхности. Обладает гладкой и блестящей поверхностью. Ну и за счет такой высокой плотности, износостойкости, изделие из нее, например, постельное белье, выдерживает до 300 стирок без ухудшения внешнего вида. Еще одной фишкой сатина является то, что плотность по утку всегда больше, чем плотность по основе. Опять же, это нужно для того, чтобы ниточки утка лежали рядышком друг с другом и образовывали вот эту вот плотную застилистую поверхность, обеспечивая красивый внешний вид, гладкость и характерный блеск. Обратите внимание, почти в 2 раза может отличаться плотность по основе и по утку. По утку она от 170 до 220 нитей на дециметр, по основе 85-170 нитей. Итак, вот те свойства ткани, переплетения, которые я вам перечислил, и обуславливают внешний вид сатиновой ткани и изделий из нее. За счет чего еще добиваются блеска сатиновой ткани? Как сделать так, чтобы хлопчатобумажная ткань блестела как шелковая? И для этого тоже есть свои различные способы. Например, применение мерсеризованной пряжи. Есть такой процесс химической отделки, который называется мерсеризация, в процессе которого ткань или пряжу обрабатывают щелочным раствором натрий OH. При этом изменяются свойства самой целлюлозы. Она набухает, изменяется ее прочность, изменяется ее внешний вид. А самое главное, то, что для нас сейчас важно, она приобретает блеск.
Но мерсеризация – процесс достаточно дорогой. Химическая отделка, химическая обработка, химикаты, промывка и так далее. Все это очень дорого. Поэтому производители иногда ищут более легкие пути создания этого блеска, например, каландрирование ткани. Для этого хлопчатобумажная ткань проходит между двумя нагретыми валами, или они называются каландрами, которые за счет давления друг на друга сообщают ткани определенное теснение, которое также придает ей вот этот вот блестящий внешний вид. Но такая отделка не прослужит долго, этот блеск долго не прослужит, после 10-12 стирок он частично начнет пропадать. А вот мерсеризация прослужит долго, этот блеск будет присутствовать на ткани до конца ее срока службы. Есть и другие виды придания ткани блестящего внешнего вида. Это отделка ткани различными препаратами на стадии отделки. Тоже можно добиться блеска. Но самое лучшее – это именно применение мерсеризованной пряжи или тканей. К сожалению, современные маркетологи привнесли нечто новое в название сатина. И теперь сатин – это не только переплетение, но и ткани называют сатином, которые порой не имеют ничего общего к сатину. Итак, правильный сатин – это сатиновая ткань сатинного переплетения. Сатин от слова сатиновое переплетение. Но в интернете вы можете увидеть все, что угодно. Вы можете увидеть жаккардовый сатин, креп-сатин, мака-сатин, сатин-твилл, страйп-сатин. Давайте все-таки разберемся, что же из перечисленного является сатином, а что, в общем-то, не имеет к нему никакого отношения и ничего общего. Итак, начнем с того, что в интернете называется мака-сатин. По сути, это и есть тот самый правильный, настоящий сатин из хлопка. А мака – это сорт длинноволокнистого египетского хлопка, который, в общем-то, приплюсовали к слову сатин. Мака-сатин – это хороший сатин из хорошего хлопка. Длинноволокнистого, мерсеризованного, разумеется, гребенного, ну и с достаточно высокой плотностью. Поэтому вот этот сатин, если вы видите в магазине, в интернете, смело берите, это сатин очень высокого качества. Страйп-сатин. Страйп по-английски полоса. Тоже это сатиновая ткань, никакого обмана здесь нету. Страйп означает то, что в этой сатиновой ткани комбинируется переплетение. Одна полоска – это одно переплетение, вторая полоска – другое переплетение. Одно имеет блеск, второе нет. Как правило, это сочетание сатинового и атласного переплетения. То есть та полоса, которая блестящая, это сатиновая, менее блестящая, атласная. И вот они чередуются. А то переплетение, которое с лица, вы видите, сатиновое, снаружи оно будет атласного переплетения. Тоже очень красивый внешний вид у таких тканей. Они применяются больше всего для постельного белья. Плотность по утку такой ткани от 170 до 220 нитей имеет очень красивый внешний вид и тоже долговечная. Еще такая сейчас встречается ткань, как креп-сатин. Она относится к двусторонним тканям, получена мелкоузорчатым переплетением, у которой одна сторона имеет блеск, то есть с одной стороны мы имеем с лица сатиновое переплетение, с обратной стороны, наоборот, мы имеем матовую зернистую структуру ткани, которая называется креп, креповый эффект. Мы как-нибудь проговорим про креповые ткани, сделаем, может быть, даже для этого отдельную передачу, поскольку это очень интересно. Такая ткань является двухсторонней, можно использовать как лицо и одну сторону ткани, и вторую, и ту, где гладкая поверхность, и ту, там, где зернистая, делать красивые платья, красивые наряды и каким-то образом комбинировать, получая очень неожиданные и интересные эффекты. Используются для таких тканей и шелк, и хлопок, и химические нити. То есть, в принципе, тоже с натяжкой можно креп-сатин отнести к разновидностям сатина. А вот сатин-твилл – это уже чисто, на мой взгляд, маркетинговые штучки. Эта ткань не имеет, на мой взгляд, ничего общего к сатину. Твилл или другое слово твид – ткань, которая пришла к нам из Шотландии. Из нее делали шотландскую национальную одежду, в основном из шерсти.
Никакого сатинового переплетения там нету, переплетение твила, саржа 2.2. Ну и зачем сюда прилепили слово сатин, мне, в общем-то, не очень понятно. Блестящей такой гладкой поверхности в этой ткани нету. Еще одно изобретение маркетологов — это жаккардовый сатин. Тоже, как вы понимаете, те, кто хотя бы немножко знаком с текстилем, знают, что жаккардовое переплетение — это сложное переплетение, которое, опять же, не имеет ничего общего с сатином, а блеск здесь получается за счет, опять же, переплетения, за счет структуры нитей, за счет свойств сырья и так далее. Но это, конечно же, не сатин. Из жаккарда делают очень красивые ткани, делают ткани для постельного белья, делают шторы, покрывала, делают красивую, очень дорогую нарядную одежду, как правило, с достаточно высокой плотностью. По способам крошения. Какие применяются виды сатиновой ткани? Ну, белый красивый сатин, который используется для постельного белья, это сатин отбеленный. Ткань проходит процесс отбелки. Чаще всего используется для одежды, а также и для постельного белья. Постельное белье, немножко остановимся на нем. Если это хлопковые, хлопчатобумажные ткани сатина, это очень хорошо. Такое постельное белье имеет красивый внешний вид, нарядное, красивая поверхность, прослужит вам долго за счет высокой плотности. До 300 стирок выдерживает. Ну, единственное, что стирать его нежелательно на очень высокой температуре. Но если белый, можете стирать его, конечно, и на 90. Вообще рекомендуется температура 60 градусов, а если у вас он с набивным рисунком, то можно стирать даже лучше на температуре 40 градусов. Не используйте отбеливателей для таких тканей, которые с набивным рисунком. И не используйте машинную стирку. Будет вам счастье, и такое постельное белье прослужит долго. Ткань эта имеет низкую теплопроводность, то есть сохраняет тепло. Используют его больше в зимних комплектах постельного белья. Летом, когда вам хочется чего-то более легкого, с лучшей воздухопроницаемостью, желательно, ну, опять же, зависит от вас, от ваших предпочтений, использовать более легкие ткани. Что еще может не понравиться гурманам? Сатин может показаться кому-то достаточно скользким постельным бельем. Ну, конечно, не такое скользкое, как хлопок, как натуральный шелк, но, тем не менее, это уже, опять же, на вкус и цвет. Вот. Оно немножко такой имеет охлаждающий эффект за счет, опять же, своей гладкой структуры. Ну, это правильный выбор для тех, кто ценит хорошее постельное белье. Также сатиновую ткань можно окрасить в какой-то один цвет. Мы получим гладко крашеный сатин, тоже имеет очень красивый внешний вид, презентабельный. Можно получить набивной сатин с любым абсолютно рисунком, и тоже будет смотреться очень красиво, в том числе и на постельном белье, и на одежде. Ну, один из современных методов печати — 3D. Печать, и вот тоже такие рисунки наносят на сатин. Ну, я абсолютно не любитель такого, но кому-то, может быть, нравятся там розы, звери, волки, коты и так далее. Это, как говорится, опять же, на вкус и цвет. Ну, и для особых гурманов есть даже флуоресцентно окрашенный сатин. Этого эффекта добиваются за счет применения специального красителя флуоресцентного, и ночью ваше постельное белье начинает светиться. Ну, опять же, для тех, у кого особые предпочтения и крепкие нервы. Не каждый, наверное, такое выдержит. Кроме того, что еще делают из сатина? Красивые рубашки и сорочки. Я вот сегодня тоже специально надел сатиновую рубашку. Какой у нее гладкий внешний вид, очень красивая поверхность и характерный блеск. Делают различные элементы белья, комбинашки, ночнушки, делают нарядные платья, юбки, костюмы из сатина, используют в качестве подкладки. И даже такое модное сейчас направление, как сатиновые натяжные потолки. Для тех, кто устал от пластика и хочет
привнести в свое жилье элемент новизны или экологичности, пожалуйста, сатиновый потолок. Он может быть гладко крашеный, может быть с каким-то набивным рисунком, все что угодно. И он имеет такую среднюю поверхность. Он будет не такой, как глянцевые натяжные потолки пластиковые, но и не матовые. Нечто среднее для гурманов, очень красиво. Вот. Также из сатиновых тканей делают шторы, элементы интерьера, скатерти, например. Даже сатином обтягивают туфли для театра, для сцены, сумочки из жаккардового сатина и так далее. Давайте поговорим, какие же достоинства и недостатки мы можем отметить. Ну, во-первых, достоинства отнесем красивый внешний вид, гладкую, шелковистую и тактильно очень приятную поверхность. Ткань является малосминаемой, особенно это важно для одежды и для постельного белья, которое вам не придется гладить. Не обязательно, но мало мнется. Эта ткань долговечная и износостойкая, что опять же важно для постельного белья, которое часто стирается. Если это хороший хлопчатобумажный сатин, он не дает усадки, поэтому тоже это важно для тех, кто часто стирает изделие и боится, что оно усядется. Так как мы говорим о сатине из натурального хлопка, то у него будет хорошая гигроскопичность. Воздухопроницаемость у него не очень высокая, только для ткани средней плотности, она более-менее нормальная. И если мы говорим о натуральном хлопке, то это, конечно, гипоаллергенность. Хлопок не электризуется, значит изделия не накапливают статический заряд. Что можно отнести к недостаткам сатина? Он дороже, чем обычная ткань. Он не такой дорогой, как шелк, но и дешевле, но и дороже, чем какие-то ткани хлопчатобумажные попроще. При раскраивании ткани он осыпается на срезах. Это может немножко усложнить процесс пошива изделия из него. Почему он осыпается? Потому что большое количество уточных перекрытий, вот когда мы с вами рассматривали структуру, вот обуславливает вот это его осыпание. Ну и то, что я вам говорил, плотный сатин достаточно плохо пропускает воздух, поэтому летом в таких изделиях, особенно, если мы говорим о постельном белье, вам может показаться немножко жарко. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, о чем еще интересного было бы рассказать. Всего хорошего. Всем привет.